Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. Сегодня классный зимний солнечный день, уже чувствуется приближение весны. И хочется поговорить с вами о заквасках. Мы выходим с вами из такой зимней спячки или полуспячки, когда у многих закваски замирали. И самое время их активировать, посмотреть на их состояние, оценить и сделать так, чтобы ваш хлеб становился все лучше и лучше. Я очень много и часто говорю и о качестве заквасок, и о том, как их улучшить, и о том, как их активировать. И все равно я сталкиваюсь с вопросами, что вроде как вы делаете все правильно, во всем следуете этим инструкциям, но почему-то закваска все равно не поднимается, почему-то хлеб бродит медленно, и почему-то вы не можете добиться того качества хлеба, которого бы вам хотелось. Вот здесь у меня пшеничная закваска, она сейчас как раз подходит. Надулась вот так уже крышечка, много уже газа скопилось под крышкой. И я подумала и решила сделать такой сюжет, скажем так, эксперимент наоборот, о том, как своими действиями испортить закваску, как добиться того, чтобы она перестала подниматься, чтобы она стала мелкопористой, чтобы подъем снизился с 2,5, 3 или 4 раз в 1,5 и менее. И как своими усилиями загубить вашу пшеничную закваску. Так что у нас сегодня эксперимент наоборот. О том, как правильно обращаться с заквасками, у меня есть целый плейлист, называется «Про закваски». Я оставлю вам ссылку в описании, посмотрите. И давайте начинать эксперимент. Я надеюсь, что у меня получится качественно и полноценно испортить свою закваску. Я, конечно, всю не буду портить, я отберу часть. И постараюсь ее испортить так, чтобы вам было наглядно и понятно, чего делать не нужно. Поставьте лайк этому видео, я уверена, оно для вас будет полезным, информативным, интересным. Можете отправлять друзьям, пусть они тоже будут в курсе. Ну и давайте начинать эксперимент. Кто не подписался еще, подписывайтесь, здесь много полезной информации о хлебопечении. Итак, давайте я начну этот эксперимент на пшеничной закваске 100% влажности, хотя на самом деле все сказанное будет относиться и к ржаной закваске, и к закваске более низкой влажности. Итак, вот здесь у меня закваска, она была покормлена, и она уже прошла свой пик и опала. Как это понять? Вот здесь на стенке я вижу след, до которого закваска поднималась. Сейчас она ниже этого следа, значит, она уже опала. Поверхность у нее бугристая, вся в пузырях, и я уже показывала, что образуется пена, то есть много мелких пузырей, значит, закваска уже перекисла. Пробуем ее на вкус. Закваска явно кислая, сильно пощипывает язык, вызывает слюноотделение. Итак, предположим, что вы решили либо просто покормить свою закваску, либо вы стремитесь к тому, чтобы хлеб не был кислый. И вот такая кислотность закваски вам не нравится. Поэтому вы следуете моим рекомендациям и переходите к нескольким этапам кормления, чтобы снизить кислотность и повысить активность закваски. Предположим, что вот вы взяли эту созревшую закваску и покормили ее в пропорции 1, 2, 2. Для примера я возьму 25 граммов закваски, 50 граммов воды и берем доступную нам пшеничную муку высшего сорта. Как обычно, я тоже всегда рекомендую. Пшеничная мука высшего сорта, та, которую вы можете всегда купить в магазинах. И второй важный эффект у муки высшего сорта – это более низкая кислотность закваски на ней в сравнении с закваской на цельнозерновой муке. Вот мы все добавили. Взяли вилку, либо ту же лопатку, перемешали, соединили. Убрали закваску со стенок, чтобы она не подсыхала. Теперь остается ее накрыть крышкой и дождаться подъема. Как правило, подъем при комнатной температуре занимает где-то 6, может быть 8 часов. То есть примерно на рабочий день мы ее оставляем. Для точности можно запомнить уровень. Но в принципе я вот вижу, у меня тут миллиметров 7 закваски. Я вот сейчас буду переворачивать, она будет утекать. Ну да, где-то миллиметров 7. И оставляем ее при комнатной температуре на подъем. Смотрим, прошло 7 часов. Закваска у меня покрылась большими пузырями. Если посмотреть сбоку, она поднялась примерно в 2,5 раза. И, допустим, я хочу покормить ее еще раз. У меня вот здесь
баночка с остатками. Убираю часть, оставляю часть закваски. Я не буду перекладывать в другую банку, взвешу прямо здесь. Сделаю 20 граммов и покормлю 1, 2, 2, то есть 40 граммов воды и 40 граммов муки все той же высшего сорта пшеничной. Снова перемешаю и снова оставлю подходить. Расскажу вам в следующий раз, при следующем кормлении, сколько пройдет часов. Сейчас, в принципе, уже вечер, скорее всего, я, наверное, до утра ее оставлю. Ну все, накрываем крышкой, запоминаем уровень. Он, в принципе, такой же, как и был в начале. Закрываю крышкой. Наступило утро второго дня. Закваска у меня простояла всю ночь. Смотрю на ее подъем. Пузыри мелкие, подъем примерно раза в 2. Сейчас я наклоняю, она стекает, но вот можно посмотреть, раза в 2 подъем. На стенках следы. Это не от того, что она поднималась, это при смешивании образовались следы. На поверхности бугры есть, и даже вот вижу пузырь. Но почему-то подъем слабоват. Сейчас буду кормить. И вот, например, картина, которую многие из вас видели. То есть я смотрю на остатки, которые у меня вот в этом ведерке, смотрю на закваску. И остатки у меня почему-то более какие-то живые и пористые, чем та закваска, которую я держала при комнатной температуре. Загадка, почему так? Пока я не буду отвечать на этот вопрос. Мы с вами пока только наблюдаем. Я не комментирую результат, я вам только его описываю. Вот подъем почему-то в 2 раза, и почему-то остатки у нас поживее, чем этот подъем. Так, сейчас взвесим. Ну, в общем-то, я сделаю снова то же самое. Снова я покормлю в тех же самых пропорциях. 20 граммов взяла закваски. Налью 40 граммов воды и насыплю также 40 граммов муки. Если у вас получается не 40, а 37, 38, то есть воду вам, например, сложно отмерить, но получилось 38, значит насыпайте 38 граммов муки. Ничего страшного в этом нет. Мы с вами ни в аптеке, ни в лаборатории 1-2 грамма в какую-то сторону для нас не сыграют роли. Эти граммы играют роль при пересчете в промышленные рецептуры, когда со 100 граммов мы, например, переходим на 100 килограммов, и там уже погрешность будет в килограммах, и это, конечно, имеет значение. Для нас это значение не имеет. Перемешали, разровняли. Комнатная температура у меня сейчас, я вам покажу, плюс 21 практически градус, 27. Оставляю при комнатной температуре. Так, убираем все, что по стенкам. Оставляю при комнатной температуре примерно на день, часов на 7-8, так же, как и вчера. Наступил вечер, прошло, сейчас скажу, 8,5 часов с момента кормления закваски. Это было 3-е кормление. И смотрим, что с ней произошло. Подъем. Ну, где-то раза в 1,5. Минимальные пузыри на поверхности, активность низкая. И если я буду продолжать в том же духе, подъем будет еще ниже в следующий раз, пористость будет еще мельче, и закваска будет еще менее активной. Если сейчас попробуем ее на вкус, она очень слабокислая, очень приятная. Смотрите, что у меня получилось. Я добилась снижения кислотности, в принципе, несколькими кормлениями, но я увидела и снижение подъема, и снижение активности закваски. И сейчас я вам объясню, что же произошло. Итого, что же не так с этой закваской? Что я сделала не так и почему она потеряла активность? Я уверена, что кто-то очень внимательно наблюдал, и вы все уже поняли, что произошло. Дело в том, что первый раз я смешала в обычной своей пропорции 1-2-2 закваску, оставила ее подниматься на весь день. И потом посмотрела, что да, появились пузыри, и покормила закваску снова. Но я не убедилась, что закваска дошла до пика и полностью поднялась. Когда закваска подходит, кормить ее в следующий раз можно либо на пике, либо когда она уже опала. Вот это ключевое правило я и нарушила в первый раз. В следующий раз я оставила закваску на всю ночь. И на утро
я снова не убедилась, что она дошла до пика, снова не осмотрела ее внимательно и дала новую порцию кормления. В результате закваска еще не успела употребить то, что ей дали раньше, и ей дали новую порцию. То есть ей нужно осваивать уже больше объем кормления. И в третий раз повторилось то же самое. В результате у закваски не хватает сил освоить все то новое кормление, которое с каждым разом вы ей все даете, даете и даете. Соответственно, она теряет активность, состояние ее ухудшается, и она уже фактически перестает бродить. Это можно проассоциировать с человеком. Если вы начнете есть очень часто, не давая себе переварить предыдущую порцию пищи и не чувствуя голода, эта пища вам в пользу точно не пойдет. Она начнет у вас откладываться в разных местах, вы заработаете себе хронические болезни, но ничего хорошего вы в таком случае не получите. То же самое и с закваской. Ей нужно давать либо подняться до пика, либо даже опасть до следующего кормления, чтобы она полностью смогла освоить тот объем еды, который вы ей выдали. Я надеюсь, этот эксперимент будет вам полезен. Подписывайтесь, кто еще не успел этого сделать. Приглашайте своих друзей и знакомых, пускай домашних пекарей будет больше. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.